Всем привет! Я Саша Лоза, тренер по женской стрижке в школе Диметриус. Это моя модель Светлана. Окрашивание ей выполнил тренер по колористике Анна Тимир. Сегодня вы увидите стрижку пикси со сведенными зонами. Для того, чтобы выровнять структуру волоса перед стрижкой, я нанесу моделирующее сухое масло фирмы Коралл. Я приступаю к стрижке, мне необходимо выделить затылочный блок. Затылочный блок будет у меня проходить через перпендикуляр. Я выделила затылочный блок, необходимо волосы заколоть, чтобы в момент укладки они не мешались. Первое, что я буду делать, это задам ребро жесткости. Мне необходимо волосы вычесать на пробор и параллельно пробору, двигаясь по голове, задать ребро. Я простригла ребро жесткости, и обратите внимание, как перераспределился объем, он стал выше. Далее я приступаю к градуировке. Градуировку буду выполнять вертикальными проборами от ребра. Ребро я вижу в пальцах, и от ребра спускаюсь вниз под углом 45 градусов. Но угол может меняться в зависимости от вашей идеи. В тот момент, когда я делаю градуировку, я не стою в одном месте, я перемещаюсь. Если я буду перетягивать все волосы в плоскость, у меня по краям будет излишний объем. Я сделала градуировку, и теперь мне необходимо убрать вихры. Вихры убираем обязательно в мокром виде, до сушки. Приступаю к укладке. Максимальный обдув, максимальная температура. Сделаю доработку триммером. Я завершила доработку затылочного блока и приступаю к височным блокам. Не забывайте смачивать проборы. Для того, чтобы задать ребро жесткости, нам необходимо встать в височную зону, перетянуть ребро из затылочного блока, впустить его в пальцы и продолжить линию. Аналогично я делаю с другой стороны. После того, как я убедилась, что ребра жесткости я задала симметрично, я приступаю к градуировке. Градуировать буду под 45 градусов. Аналогично делаю градуировку с другой стороны. Краевую линию в височных блоках я буду дорабатывать в сухом виде, поэтому сейчас я приступаю к укладке. Я приступаю к доработке височных блоков. Чтобы мне было удобно, я прям вот так ушко оттянула назад. Продолжаю дальше шлифовать.
Я завершила доработку височных блоков. Намеренно оставила виски массивные. Очень часто мастера застригают и делают короткие виски. Сейчас я сделала только каркас стрижки. После того, как я простригу теменной блок, я определюсь с дизайном височных зон. Для того, чтобы свести теменной блок с затылочным и височными блоками, я делаю центральный пробор. Далее я буду двигаться по кругу и сводить теменной блок с ребрами жесткости. После того, как я свела теменной блок с ребрами жесткости, у меня образовался треугольник, который мне необходимо убрать. Смотрите, вот он. Видно? Вот этот треугольник. И мне необходимо его убрать. Смотрите, волосы, которые растут ближе к макушке, перетяните вперед. И так попрядно я убираю треугольник. У меня цветные элементы в челке, поэтому я не хочу делать ее слишком короткой, я перетяну ее ближе к центру, тем самым сохранив длину. Я убрала образовавшиеся треугольники, но я всегда проверяю чистоту своей работы поперечными проборами, чтобы все было чисто и не было никаких недостриженных волос. Если я что-то вижу, то я достригаю. Все красиво. Челку я хочу оставить удлиненной, но текстурной. Я сделала пробор зигзагом и сейчас ее сградуирую. Длина у меня практически не уйдет, но плотность будет меньше. Приступаю к укладке. У модели очень густые волосы, поэтому обязательно проработаем все пойтингом. Разворачиваю на лицо. Для завершающей укладки я буду использовать фиксирующую помаду Нирвель. На ней написано, что она мужская, но для женских стрижек мы ее тоже используем. Укладка стрижки зависит от случая. Она может быть дерзкой, либо более выдержанной, классической. Сейчас я вам покажу и ту, и другую. Все продукты, которые я использовала в данном видео, вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылка на магазин под видео. Жми лайк, нажимай на колокольчик, подписывайся на наш канал и будь с нами, будь с Диметриус.